Вы смотрите Climate Change о климате, катаклизмах и прочих стихийных явлениях и происшествиях на Земле. Начнем. Власти Турции объявили зонами бедствия Илы, Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Османия, охваченные разрушительными лесными пожарами. Число погибших возросло до 4 человек. 3 человека погибли в Манавгате, в 75 километрах к востоку от Анталии. 4-я жертва была обнаружена в районе города Мармарис, Ил-Мугла. Министерство лесного и сельского хозяйства страны заявляет, что по состоянию на утро 31 июля усилиями пожарных служб локализованы 88 из 98 лесных пожаров. В борьбе с огнем задействованы 45 вертолетов, 6 самолетов, тысячи пожарных машин. Украина направила на помощь Турции 2 пожарных самолета Ан-32П для ликвидации лесных пожаров. 30 июля они совершили первые 2 сброса воды весом 16 тонн на очаги возгорания в горах возле Анталии. Украинские экипажи уже имеют опыт работы в горных районах и ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, Израиле и Грузии. Разведывательные подразделения Министерства внутренних дел Турции изучают причины пожаров. Специалисты отметили, что аномально высокие температуры воздуха и низкая влажность способствуют стремительному распространению огня. Штат Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии засыпало снегом. Температура опустилась до рекордно низких значений. Волна антарктического холода охватила юг Бразилии. Не менее чем в 13 городах штата Руи-Гранди-ду-Сул выпал снег. В ряде муниципалитетов наблюдался ледяной дождь. В соседнем штате Санта-Катарина 28 июля 2021 года температура утром достигала минус 7,8 градусов по Цельсию. Более чем за 30 лет прогнозирования погоды в Риу-Гранди-ду-Сул мы никогда не наблюдали горизонтального снегопада с таким сильным ветром и сильно ограниченной видимостью. Это то, что североамериканцы называют метелью, заявили в местной метеорологической службе. По прогнозу синоптиков, температура может опуститься до рекордных с 1955 года значений. На город Бен-Салем в американском штате Пенсильвания 29 июля 2021 года обрушился сильный торнадо, которому был присвоен статус F3. По меньшей мере 6 человек получили травмы различной степени тяжести. С северо-восточной и центральной частей Атлантического океана пришла волна штормов, во время которой было зарегистрировано не менее 18 торнадо, сильный град и разрушительные ветры. Первоначальные исследования показали, что порывы ветра в Бен-Салеме достигали скорости 225 км в час. Наиболее серьезные повреждения нанесены местному автосалону и 2 паркам трейлеров. Автомобили были разбросаны ураганным ветром. Некоторые приземлились на крышу. Это первый торнадо F3 в Пенсильвании с 2004 года и первый в истории торнадо F3 в округе Бакс. Офис Национальной службы погоды в Маунт-Холле 29 июля подтвердил 7 торнадо, включая F3, в Бен-Салеме. 2 смерча обрушились на округ Оушен, штат Нью-Джерси. Оба были первоначально оценены как F1 с ветрами 160-170 км в час. Позже метеорологи подняли статус торнадо в городе Уортаун до F2. Еще один смерч прошел по городу Пламстед, округ Бакс. Он был оценен как F1 с ветром до 145 км в час. Мощный торнадо F2 обрушился недалеко от Нью-Хоуп, штат Пенсильвания. Он пересек реку в округе Мерсер, штат Нью-Джерси, и развил максимальную скорость ветра до 185 км в час. В северо-восточной части города Филадельфия был зарегистрирован смерч F0 с пиковыми ветрами до 130 км в час, а в Виндзоре, округ Мерсер, промчался торнадо F1. Улицы Исламабада в Пакистане оказались затоплены в результате наводнения, вызванного сильными дождями. Из-за воды по улицам невозможно передвигаться. Была испорчена канализация, пострадали десятки автомобилей.
За несколько часов в городе выпало более 300 мм осадков. В некоторых районах пакистанской столицы вода достигала первых этажей домов. В одном из них находилась женщина с 4 детьми. Мать с ребенком погибли, остальным удалось спастись. К борьбе с последствиями наводнения власти привлекли армию. Военные помогают расчищать дороги и ищут пропавших. Одно из крупнейших наводнений в Пакистане произошло летом 2010 года. Его также спровоцировали затяжные дожди, из-за которых несколько крупнейших рек вышли с берегов. Тогда от наводнений погибло по меньшей мере 1500 человек. Более 2 миллионов пострадали и тысячи лишились своих домов. Непрекращающиеся проливные дожди вызвали наводнения в нескольких штатах Мьянмы. Возможно, вы раньше, как и я, не слышали, но есть такое государство Мьянма в Азии. Департамент метеорологии и гидрологии Мьянмы сообщил о проливных дождях, накрывших страну с 25 июля. В штате Мон зарегистрировано 553 мм осадков за 48 часов до 27 июля. За 24 часа до 27 июля в районах штата Ракхайн выпали особенно сильные дожди. В соседних частях Бангладеш в это время также был проливной дождь, который привел к наводнениям и оползням в районе Кокс-Базар. По данным Координационного центра по гуманитарной помощи по борьбе со стихийными бедствиями, около 48 500 человек пострадали от наводнений или стали перемещенными лицами в 3 штатах. В штате Каин пострадали районы столицы штата Хпаан, расположенные на реке Салуин, а также районы Мьявадди. По состоянию на 28 июля 3016 человек были эвакуированы, а 11 903 человека были предварительно эвакуированы в 16 эвакуационных центров. Река Салуин в Хпаане была примерно на 30 сантиметров выше опасной отметки по состоянию на 29 июля 2021 года. Река Таунгин в Мьявадди в штате Каин также находится выше опасной отметки. В штате Мон 19 840 человек пострадали и были эвакуированы, и 10 770 человек предварительно эвакуированы в 8 эвакуационных центров. 25 799 человек пострадали и были эвакуированы в штате Ракхайн, многие из которых находятся в окрестностях Тандве. Уровень рек также высок в районе Бага. По состоянию на 29 июля 2021 года река Ситанг в Мадауке в области Бага была примерно на 12 сантиметров выше опасной отметки, но, вероятно, в ближайшие 24 часа она упадет. В конце хочется добавить еще несколько слов о нашем предыдущем выпуске, в котором мы задевали тему климата и последствий его изменения. Хотелось бы отметить, что в последние годы между людьми появилось очень много дезинформации, конспирологии и теорий заговора. Но прежде чем верить во все это, важно спросить себя, какие цели преследуют люди, которые распространяют такую информацию. Мы же по сути анализируем текущую ситуацию и пытаемся донести сообщение, что нужно трезво оценивать происходящее, отталкиваться от того, что уже происходит, и предпринимать какие-то действия, чтобы предотвратить усугубление обстановки. Кому-то кажется, что мы ничего не можем сделать, но все большое начинается с малого. И даже если мы не можем повлиять на глобальное изменение климата, которое уже не отвратить, то по крайней мере можем быть людьми, проявлять сострадание и поступать по совести. Другой вопрос в том, как вы научили свою совесть. Комментарии открыты. И на этом пока что все. Если у вас есть интересные новости о климате и видео с места событий, присылайте их на электронный адрес, указанный в описании под видео. Спасибо вам за просмотр и активность в комментариях. Оцените это видео, нажмите на колокольчик и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Берегите себя.